Материализм — это мощная исследовательская программа для XIX века. Смотрите, по Томасу Куну как развивается наука. Она начинается как так называемая нормальная наука. Тут как раз XIX век для материализма. Это когда ядро исследовательской программы действительно отвечает вызовам и эмпирическим данным своего времени. Далее, по Томасу Куну. В развитии науки наступает вторая стадия, которая называется кризис. Кризис наступает, когда ядро программы перестает отвечать входящему объему эмпирических данных. Программа становится методологически неадекватной. Она просто не может объяснить все данные, которые поступают. После этого наступает третья стадия, которая называется новая парадигма. Новая парадигма наступает не когда кто-то опровергает старую. Старую вообще опровергнуть, как мы сейчас выясним, довольно-таки сложно. А когда просто новая исследовательская программа объясняет все те аномалии, которые не могла объяснить предшествующая ей. Значит, по Имри Лакатошу у каждой исследовательской программы, включая материализм, есть свое жесткое ядро. Ядро — это вот ее базовый постулат, который в материализме сводится к простому утверждению. Все есть материя и слепые силы. Это ключевой постулат материализма. В период нормальной науки это ядро эмпирически адекватно все объясняет, но потом, когда наступает кризис, по Лакатошу вместо того, чтобы пересмотреть свой базовый постулат, ядро начинает строить так называемый защитный пояс. Это, как правило, набор ситуативных гипотез, которые вводятся исключительно для защиты парадигмы, чтобы вот ее ядро оставалось нетронутым. Одна из ключевых аномалий, на которую натолкнулся материализм, это так называемая трудная проблема сознания. Материализм постулировал, что сознание не более чем эпифеномен материи. Эпифеномен, то есть побочное свойство. Но оказалось, что сознание не сводится к материи. Нет формулы, которая бы объяснила, как нейроны головного мозга порождают субъективный опыт, так называемый квалиа опыт. В итоге что делает парадигма? Вместо того, чтобы пересмотреть свое ядро, она начинает вводить вот эти гипотезы, одна из которых, например, это элиминативизм. Это, по сути, концепция, которая отрицает сознание как таковое. То есть раз мы его не видим, раз мы его не можем там взвесить, измерить, значит, его не существует. То есть это чистая реакция на аномалию. А почему мы знаем, что сознание существует? Да потому что, когда произвели эксперимент по расщеплению мозга, просто разрезали мозг пополам. Ожидалось, что, в общем, человек перестанет функционировать, а человек продолжил функционировать. Причем он сохранил свою личность полностью. Единственное, что у него рассинхронизировалось, это вот работа полушарий. То есть он вел себя, знаете, как человек, который в машине, которому обрубили там зеркала заднего вида, замазали заднее стекло, но он этого не понимает. Он думает, что он все видит и не понимает, что врезался, и пытается это как-то рационализировать. Сказать, что да нет, там все в порядке, мне просто показалось и так далее, и так далее. Вот эксперимент по расщеплению мозга. То есть сознание, очевидно, существует не как эпифеномен материи. Далее, вместо того, чтобы это признать, парадигма вводит новую ситуативную ad-hoc гипотезу. Все эти гипотезы — это чистые ad-hoc, которая называется панпсихизм. Причем она такая наполовину уже предательская для ядра, потому что она постулирует то, что сознание является неизбежным свойством материи. То есть вот каждая клеточка материи, каждый атом содержит какой-то элемент сознания. Но это вводит новую проблему, которая требует своих ситуативных ad-hoc гипотез. А как, собственно, все эти маленькие сознания порождают вот то квалиа, которое есть у меня, у вас, в единый какой-то вот этот вот опыт человеческий. Совершенно непонятно. Второй серьезной проблемой для материализма является тонкая настройка Вселенной.
То есть что ожидалось? Ожидалось, что атомы на фундаментальном уровне стохастичны и случайны. То есть это просто шарики, из которых все состоит, потому что центральный постулат: из хаоса, из случайности порождается порядок. Вместо этого обнаружилось то, что 4 силы взаимодействия, значения элементарных констант, все очень тонко настроены друг к другу, так что изменение хотя бы одного влечет за собой катастрофические последствия. Это вообще невыводимо из ядра парадигмы. То есть одного этого эмпирического факта уже достаточно для того, чтобы начать пересматривать ядро. Что делает парадигма в итоге? Дальше защищается. Она вводит концепцию мультивселенных. Мультивселенные — это принципиально нефальсифицируемая концепция, даже не гипотеза, согласно которой существует бесконечное множество различных вселенных, как наша, и вот только в нашей константы случайно сложились так, что в ней стала возможна наша жизнь. Видите, ради чего все это вводится? Ради защиты ядерного постулата парадигмы. Почему это ad-hoc? Да потому что это не вводит никаких прогнозов и предсказаний. То есть что конкретно нам дает гипотеза мультивселенных? Что мы должны обнаружить? Какое значение найти? Какую новую константу? Новую частицу? Новое взаимодействие? Ничего. То есть это чисто защитная концепция в защитном поясе. Далее. Антропный принцип. Фактически герменевтический замок в центре парадигмы, который гласит, что если бы константы были другими, мы бы вообще не могли об этом думать, мы бы здесь не оказались. То есть это чистая тавтология, которая нужна для того, чтобы закрыть проблему тонкой настройки Вселенной. То есть ты просто включаешь антропный принцип, и все, эта проблема тебя как будто не беспокоит. Это на самом деле уже очень близко, ну, к таким более догматическим религиозным постулатам, у которых герменевтика вся строится на априорно сделанном выводе. То есть у тебя есть, допустим, книга, в ней сказано, что книга правдива, следовательно, ты не оспариваешь этот факт, потому что он написан в книге. Видите, вот здесь то же самое. То есть если бы не было, нас здесь не было, мы бы здесь не оказались. Это чистый герменевтический замок в центре парадигмы. Далее. Так называемая концепция эмерджентизма. По факту используется как такое универсальное слово заклинание. То есть каждый раз, когда накапливаются какие-то аномалии, этот термин позволяет закрыть логический разрыв между ними. Ну, то есть, например, мы не можем объяснить там, как сознание выводится из мозга или как жизнь появилась на планете. Ты можешь просто сказать: сознание — эмерджентное свойство материи. Диссипативные структуры Пригожина очень часто используются не для описания того, что они описывают, а для описания всей системы в целом. Что вот наша Земля, вот раз у нас есть диссипативные структуры, раз они работают на этом уровне, следовательно, можно сделать логический скачок и проецировать их уже на уровень выше всей Земли. Далее. Третий момент — это информация и ДНК. То есть абсолютно невыводимая из ядра парадигмы данность. Почему? Потому что информация онтологически превосходит материю. Она оперирует категориями синтаксиса и семантики, то есть в ней есть смысл. А это уже выше, чем слепая материя. Сам факт того, что в слепой материи обнаружится организованная информация, ДНК, не выводится из ядра парадигмы. Как реагирует парадигма? Вводит концепцию абиогенеза. Концепция абиогенеза — это принципиально не фальсифицируемая, не доказанная на сегодняшний день модель самозарождения первой клетки. То есть первая клетка, согласно парадигме, случайно зародилась. Вначале постулировалось, что она зародилась в воде, потом оказалось, что в воде она не может зародиться, поэтому была придумана концепция какой-то лужи, которая находилась где-то рядом с гидротермальным источником. И еще, получается, вокруг абиогенеза порядка там 7-8 ad-hoc-гипотез, которые обосновывают вообще саму возможность его возникновения. 70 лет уже абиогенез не доказан. 70 лет. При этом, когда вы посмотрите всякие
научпоп-видео и спикеров. У них, конечно же, все прекрасно, исследования ведутся. Вот мы там синтезировали какую-то маленькую клеточку, при этом мы не решили проблему хирального дуализма. То есть у нас получилась рацемическая смесь, L-аминокислоты, D-сахара 50 на 50, а в живой материи соотношение совершенно другое. Там более 99% L-аминокислот и лишь малая часть D-сахара, которые нужны для работы ДНК. Как это вообще само могло организоваться? Ну, большой вопрос. Однако парадигма не сдается, и любая ad-hoc-гипотеза, которая вот здесь возникает, она подается как новое открытие науки. То есть, например, не выводится вообще из ядра парадигмы феномен Кембрийского взрыва. То есть Кембрийский взрыв — это узкий промежуток времени, который, конечно же, адепты парадигмы оспорят, что он не узкий, но было ли предсказание о том, что именно в этот период времени будет введено основное количество всех биоорганизмов, которые расселили планету? Конечно же, такого предсказания не было. Вместо того, чтобы пересмотреть свое ядро, парадигма вводит новые ситуативные допущения уже как реакция на аномалию Кембрийского взрыва. То есть там вводится прерывистое равновесие, кооптация. Каждая ad-hoc-гипотеза при этом подается как новое открытие, но на самом деле ни одно из них не дает никаких конкретных фальсифицируемых предсказаний и никакого эвристического синтеза. Она не говорит, что мы должны найти дальше. Другая проблема — низкое генетическое разнообразие человека. То есть ожидалось, что в человеке будет высокое генетическое разнообразие, потому что он давно живет на планете. Однако оказалось, что генетическое разнообразие человека, оно низкое, и даже у популяций, там, например, белых медведей полярных, выше генетическое разнообразие. Почему? Да потому что они просто элементарно дольше живут на планете. Вдумайтесь вообще в это. Следовательно, что делает парадигма? Пересматривает все свои установки? Нет, она вводит концепцию бутылочного горлышка, согласно которому, внимание, человек попал в серьезнейший катаклизм, который уничтожил большую часть населения планеты. В живых осталась маленькая группа, чуть ли не в 100-200 человек. Это необходимо для оправдания бутылочного горлышка. И мы являемся все потомками вот этой маленькой группы в 100 человек. Современная позиция в современной биологии. При этом это бутылочное горлышко должно быть одновременно катастрофическим, чтобы уничтожить всех остальных людей, но при этом достаточно мягким, чтобы после него очень быстро накопились мутации и изменения. То есть модель бутылочного горлышка — это чистейший ad-hoc в центре парадигмы, невыводимый из ее ядра. Ну и вот получается, их на самом деле очень много. Если их все посчитать, их будет там чуть ли не больше 100 штук. Если вы посмотрите на историю науки, в ней на самом деле происходили в разных областях постоянные сдвиги. То есть, например, там механика стала квантовой, гравитация сменилась общей теорией относительности. После парадокса Олберса космологическая модель с статичной Вселенной перешла на расширяющуюся Вселенную. История науки идет вперед, но при этом биология стоит на догме XIX века. То есть в биологии центральный постулат не менялся с XIX века. Значит, означает ли это, что материализм — это неправда? Абсолютно нет. Материализм может оказаться абсолютной истиной даже со своим вот этим защитным поясом ситуативных ad-hoc-гипотез. Точно так же, как и, например, геоцентризм. То есть геоцентризм — это модель, согласно которой, ошибочная модель, Земля постулировалась как центр Вселенной. Для того, чтобы эта модель была на плаву, она систематически вводила ad-hoc-гипотезы в виде эпициклов. То есть каждый раз, когда наблюдение
не сходились с предсказаниями, вводился новый эпицикл, который объяснял, почему небесные тела движутся не так, как мы думали. При этом на самом деле математически эта модель была довольно-таки сильной. То есть у нее был сильно разработанный математический аппарат, чего нету в материализме. То есть у материализма нету никакого порождающего уравнения. Мы не можем строго в физическом смысле постулировать естественный отбор как фундаментальный закон природы. У нас нету никакого критерия количественного перехода, когда, например, на какой стадии там условная обезьяна начинает трансформироваться в человека и как конкретно это происходит. У нас нет никаких предсказаний, какие конкретно изменения произойдут в естественном отборе. Все, что у нас есть, это ретроспективное описание. Любые факты интерпретируются в пользу этой парадигмы. Например, то, что называется переходными формами, в строгом ядерном смысле не являются таковыми, потому что они не являются полусобранными живыми существами, они являются цельными организмами. Однако парадигма трактует это так, в свою пользу, что это является переходной формой. То есть на сегодняшний день ядро материализма принципиально не фальсифицируемо. То есть нет ничего, никакого эмпирического факта, который мог бы опровергнуть эту модель. Конечно, адепты парадигмы скажут, что как только мы там найдем какого-нибудь условного кролика рядом с костями динозавров, мы тут же пересмотрим свое ядро. Как вы думаете, произойдет ли это? Конечно же нет. То есть как только этот кролик будет найден, там, униформизм как-нибудь поможет, скажет, что слои на самом деле не так лежат, или мы что-то не понимаем, или заяц сюда случайно попал. Молекулярные часы как-то будут подкручены, и будет сказано, что это заяц на самом деле не оттуда, и так далее, и так далее. То есть нету абсолютно никакого жесткого критерия фальсификации этой модели. Понимаете, если какой-то человек захочет доказать геоцентризм сегодня, в принципе, ничто ему не мешает это сделать. То есть он просто берет защитный пояс, дорисовывает еще там к тем 46 еще 146 эпициклов, вот так вот закрывает глаза на эмпирические данные и говорит, что геоцентризм — это истина, и ты не можешь ничего с этим сделать, потому что человек уже сделал априорный вывод, ему хочется, чтобы это было истиной. То же самое и с материализмом. То есть если человек хочет, вот ему импонирует идея, что жизнь — это случайный стохастический процесс, никакое указание на защитный пояс не сможет сдвинуть его с этой позиции. И в этом, знаете, на кого он похож? На сторонника плоской Земли. Почему? Потому что сторонник плоской Земли сделал априорный вывод, то есть у него тоже есть свое ядро, о том, что Земля плоская, это ядро никак не подтверждается эмпирически, и защитный пояс строится на отвержении эмпирических данных. То есть он просто говорит, вы все врете, это неправда, потому что это все заговор. То же самое и здесь. Огромное количество эмпирических данных, например, трудная проблема сознания, с помощью элиминативизма просто игнорируется парадигмой. Только новая парадигма может опровергнуть старую. И такая парадигма у нас есть. Она называется ИАМР, что означает информационно-архитектурная модель реальности. То есть это новая модель, для которой все вот эти аномалии являются не аномалиями, а законными следствиями, потому что она рассматривает мир как информационную архитектуру, где первична не материя, а информация. Материализм же с его защитным поясом строго по Имре Лакатошу является деградировавшей исследовательской программой. То есть его ядро эмпирически неадекватно вызовам 21 века. Он предлагает их просто игнорировать или переинтерпретировать
не обращая внимания на их сложность. Наука существовала и до материализма. То есть научный метод использовал и Аль-Хорезми, и Аль-Хайсам, Ньютон, Кеплер, Коперник. То есть все эти ученые были верующими людьми. Ньютон вообще говорил о том, что он изучает именно то, как Создатель создал мир. То есть он, по сути, стоял на позиции реверс-инженера. А современная же материалистическая парадигма стоит больше на позиции открывателя. То есть люди не реверс-инженерят машину, систему, а как будто создают ее. Материализм родился как реакция на притеснение Западным институтом, католической церковью. В этом смысле его ядро еще и является не совсем научным, оно является чисто идеологическим. То есть нужно было побороть этот религиозный институт, поэтому концепция вот этого отрицания всего лишнего, то есть духовного уровня, вот она была очень полезна для создания секулярных государств и для политического давления на институт католической церкви. А мы все восприняли это как некую истину. Не бывает в науке никаких истин, которые не опровергались бы со временем. В общем, вот такая лекция о том, что, в общем, все, что мы знаем и все, что нам известно, может в какой-то момент оказаться неправдой. На этом канале мы не следуем догме, развиваем альтернативную новую исследовательскую программу на замену редукционистскому материализму. Поэтому подписывайтесь, распространяйте это видео. Будем заниматься наукой.